Всем привет, вы смотрите кофейный влог, и сегодня вы узнаете, как приготовить лучший кофе в турке, который вы когда-либо пробовали. Если раньше вы не ощущали в кофе таких вкусов, как, например, абрикос или апельсин, этот рецепт вас приятно удивит. И самое главное, для этого нужно всего лишь джезва и молотый кофе. Чем хороша джезва? Маленький расход кофе. На одну порцию уходит от 7 до 17 грамм. И такой действительно можно напиться. А тем, кто пьет мало кофе, вообще находка. Очень легко мыть. Можно промыть водой из чайника или горячей водой из-под крана, а потом протереть салфеткой или полотенцем. Кофе реально вкусный и довольно стабильный. Тут у вас не будет слишком кислого или слишком горького. И при этом здесь вы с легкостью сможете регулировать вкус. Самый органичный способ. Полное погружение в процесс. Можно отвлечься от всего и насладиться жизнью. С таким кофе идеально есть десерты. Сразу же расскажу о том, как заваривать и контролировать вкус, а потом отвечу на другие, не менее важные вопросы. Начинается все со взвешивания кофе и воды. К счастью, тут с легкостью можно обойтись без весов. Нужна лишь чашка, подходящая для джезвы. Наливайте из нее воду и добавляйте кофе, измеряя их ложками. В 2 чайных ложках с горкой 7 грамм кофе. Пропорция нам нужна 1 к 10, то есть 2 чайные ложки на 70 мл воды, 7 грамм на 70 мл. После этого перемешиваем кофе, чтобы он полностью промок, и ставим на небольшой огонь. И это первый самый важный момент в заваривании. Огонь нужно использовать минимальный. Второй момент, нам не обязательно использовать секундомер, мы просто ждем, пока появится пенка. И как раз на пенке мы становимся наиболее внимательно, потому что весь контроль вкуса определяется по ее цвету. Из-за этого я просто обожаю джезву, потому что мне не придется рассказывать, какую крупность помола использовать, как долго заваривать и другие вопросы. Смотрите на пенку и по ней все контролируете. Давайте разберем этапы ее формирования и как читать вкус по кофейной гуще. Первый этап – это легкая светлая пенка. Это углекислый газ, выходящий из кофе. Он смешивается с кофейными маслами и образует такую красоту. Происходит это примерно на 70 градусах или чуть ниже. Второй этап, когда нам нужно уже быть внимательнее, это когда частицы кофе поднимаются вверх. Когда это начинается, можно увидеть небольшие пузырьки. Именно эти частицы формируют ту самую пенку, которая будет говорить нам, готов кофе или нет. Давайте назовем это кофейной коркой. Формируется она примерно с 75 градусов. И третий этап, когда образовавшаяся кофейная корка меняет цвет. Она образовывается не сразу и, как правило, начинается по краям и постепенно переходит из светлой в темную. И теперь самый важный момент. Будьте особенно внимательны. Любой кофе при заваривании меняется от кислого к горькому, и пенка говорит нам, какой вкус у кофе в данный момент. Если кофейная корка светлая, он кислый, если она очень темная, он уже горький. И наша задача словить момент, когда она будет не сильно светлая и не сильно темная. Хотя каждый выбирает, какой кофе ему больше нравится. Если нравится горький кофе, ждите, пока потемнеет. Но если вам хочется получить баланс, то есть идеальное заваривание, то следует обратить внимание на процесс изменения цвета. Как правило, корка начинает темнеть от краев, оставляя в центре светлое пятно, которое будет уменьшаться. И когда оно исчезнет или тоже начнет темнеть, можно переливать кофе в чашку, потому что он готов. При этом следует обращать внимание на общий цвет и цвет по краям. Бывает такое, что по краям кофе начинает темнеть более активно, чем в центре. В этом случае не дожидайтесь, пока центр потемнеет. Кстати, завершается заваривание примерно на 88 градусах. И это все секреты, которые нужно знать. Все оказалось настолько просто. А вот так выглядела пенка моей самой идеальной джезвы за всю жизнь. И теперь вопрос-ответ. Давайте разберемся, какой кофе подходит для джезвы. У меня получались идеальные результаты как с кофе светлой обжарки, так и средней. Темную я не пробовал, но уверен, что она тоже подойдет. Причем светлая выходила во вкусе не кислой, так что я рекомендую брать именно ее. Хотя если хочется привычный вкус кофе с высокой насыщенностью, тогда лучше средняя обжарка. Второй вопрос, какая нужна кофемолка и нужен ли мелкий помол. Как оказалось, даже эта роторная кофемолка подходит, хотя в ее обзоре я сказал, что помол недостаточно мелкий. То есть роторные кофемолки это идеально для джезвы, хотя ручные кофемолки чуть более идеальны.
На самом деле можно заваривать помол даже как сахар, но напиток будет более водянистым. Поэтому я за то, чтобы использовать самый мелкий помол. Именно он дает высочайшую насыщенность и приятную тельность. Третий вопрос – объем. И можно ли готовить порцию меньше, чем на которую рассчитана джезва? Обычно производитель указывает в названии джезвы рекомендованный объем для заваривания. Например, здесь это 170 мл, а здесь 70. Но по факту в этой можно заварить и 100. Самый вкусный результат в моем опыте получался именно в этой на 170 мл. Прям космос. Но вариант 70 мл тоже отличный. Конечно, вам не всегда захочется заваривать весь объем. И тут важно понимать, что самое главное, чтобы кофейной корки хватило, чтобы покрыть верхнюю часть. Если кофе будет недостаточно, кофе начнет терять аромат. И, к примеру, в варианте 170 мл форма такая, что неудобно будет следить за цветом корки, поэтому в идеале заваривать полный объем. Четвертый вопрос. Нужна ли горячая вода или можно заваривать холодной? В рецептах чемпионов мира можно увидеть, что они используют воду 60 градусов. Как по мне, это не критично, но поскольку мы используем небольшой огонь, лучше засыпать кофе в подогретую воду. На практике я пробовал заливать 60 и 70 градусов, и чашка выходила лучше, чем с холодной. Так что, как вариант, ставить джезву на плиту на самый низкий огонь, а потом измельчать кофе, чтобы засыпать его уже в подогретую воду. Если есть возможность, желательно держать в джезве градусник, чтобы не перегреть воду. Иначе есть риск переварить его, когда будете перемешивать. Пятый вопрос. Сколько нужно щелчков на команданте? У меня самый идеальный кофе был на 2 щелчках. Шестой вопрос. Какое примерное время заваривания? В целом у меня уходило примерно от 4 минут. Это хорошее время заваривания, но лучше ориентироваться по пенке. Возможно, у вас уйдет 7 минут. Особенно если использовали холодную воду. А вот от быстрых рецептов в 1,5 минуты я рекомендую отказаться навсегда, потому что они нестабильны. Седьмой вопрос. Как пить кофе в джезве? Я рекомендую дать остыть хотя бы 3 минуты, чтобы мелкие частицы кофе осели. Так кофе будет нужной температуры и его можно будет пить небольшими глотками. И как только начинаете пить, я рекомендую сделать несколько глотков, так вкус будет наиболее сбалансированный. И последний лайфхак. Чтобы выпить больше кофе, подождите после последнего глотка. Гуща осядет и можно будет еще немного выпить. Это видео я сделал благодаря тому, что наткнулся на статью от Дориан Боднарюк. Ссылка в описании. И для тех, кто хочет разобраться, почему этот метод работает, я напишу свою статью с теорией. На этом все. Помните, кофе бывает разный. До новых встреч!